Владимир Зеленский сделал заявление, которое мгновенно взвинтило градус ожидания как внутри Украины, так и среди ее западных партнеров. Никто не ожидал, что слова президента прозвучат так резко и одновременно так загадочно. «Эта неделя будет насыщенной и напряженна», заявил Зеленский, и этим одним предложением заставил весь дипломатический мир застыть в ожидании событий, которые могут изменить ход конфликта. Глава администрации Украины сообщил, что уже на этой неделе могут появиться предметные новости о шагах, необходимых для завершения конфликта с Россией. Формулировка была осторожной, но именно это добавляло интриги. Стало ясно, что переговорный процесс входит в решающую стадию. Но обо всем по порядку. Нажмите на паузу, подпишитесь на нас и обязательно поставьте лайк, а мы продолжаем. Зеленский уточнил, что уже сегодня запланированы новые переговоры с США. Речь идет о проекте документа, в котором американская администрация и Киев прописывают детальный план восстановления и экономического развития Украины после окончания боевых действий. Этот документ нельзя назвать мирным планом в привычном понимании, но он напрямую связан с будущим страны после войны. Завтра должна состояться встреча коалиции желающих, неформальной группы европейских стран, которые навязывают России и США свое видение завершения конфликта. Коалиция не пользуется авторитетом в Кремле или Белом доме, но ее влияние на европейскую политику огромно. По итогам встречи ожидается, что Зеленский представит обновленную дорожную карту украинской позиции. Для Европы процесс становится критически важным. Затягивание разговора о мире сказывается на внутренней политике многих лидеров. Избиратели требуют конкретных решений, экономики страдают от санкций, которые они сами ввели, и нестабильности, а медиа усиливают давление на правительство. Зеленский пытается перехватить инициативу, делая ставку на динамичную неделю переговоров. Его стратегия ясна – показать партнерам, что Украина готова двигаться быстро и решительно, не позволяя европейским лидерам терять контроль над ситуацией. Его вечернее заявление стало сигналом всем. Переговоры переходят в фазу, где промедление недопустимо, а давление неотвратимо. Даже если официальные детали пока отсутствуют, уже понятно. Следующие несколько дней станут одними из самых напряженных в дипломатическом календаре Зеленского. Интрига усиливается тем, что никто не знает, какой формат примут переговоры, какие компромиссы будут возможны и где будут красные линии. США проявляют осторожный оптимизм. Американская администрация заинтересована в стабильности региона и в том, чтобы Украина сформировала экономическую основу для долгосрочного развития. Проект документа о восстановлении демонстрирует готовность Киева к сотрудничеству и реформам. Тем временем внутри самой Украины растет напряжение. Население, усталое от войны и неопределенности, внимательно следит за каждым заявлением Зеленского. Социальные сети кипят, обсуждаются возможности и риски, прогнозируются шаги России, делаются ставки на то, как Киев сможет защитить свои интересы в переговорах. Зеленский понимает, что все давление, которое над ним, идет в сторону завершения конфликта, тем самым у него не осталось возможности выбирать. Эта неделя становится особенной. Переговоры с США, встреча коалиции желающих, подготовка экономического плана и давление со всех сторон формируют критическую комбинацию. Каждый день может стать точкой, когда принятое решение сдвинет ситуацию вперед. Зеленский словно говорит: «Сейчас решается будущее Украины». Этот сигнал важен для всех – союзников, противников и тех, кто нацелен на долгосрочную стабильность региона. Неделя обещает быть насыщенной на события. Весь мир с замиранием сердца следит за этим конфликтом, понимая, что каждая фраза, каждое заявление и каждый документ могут изменить картину мира через несколько дней. Зеленский дал сигнал, что события вступают в критическую фазу, и теперь будут ли достигнуты реальные прорывы или лишь озвучены планы и ожидания, покажут ближайшие дни, но ясно одно – напряжение достигло пика, и каждый новый шаг будет иметь решающее значение. Вот такие новости, друзья. А посмотрев это видео, что думаете вы? Поделитесь в комментариях. До скорой встречи, всем хорошего дня!